Seni dinliyorum. Söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi mahkemede söyledim. Elinden suç işledin. Sen bayağı hakimin karşısında yalan söyledin. Biz birlikte olamayız. Biliyorum, evet. Ne yapacağız peki? Şu suratın halini görünce daha da korkmaya başladım. Kıskanıyorsun. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Джихану удалось не развестись с Алией, что же теперь будет? Примет ли Аля слова Джихана о том, что он любит ее, как ложь? Сможет ли Джихан показать Алие, как сильно он ее любит? Почему Аля говорит Джихану, что они не могут быть вместе? Что сделает Садакат, когда поймет, что Джихан влюблен в Алью? Расскажет ли Джихан своей матери Садакат, что он очень любит Алью и ревнует ее? Подвергнется ли Зерин издевательствам со стороны Демира до замужества? Сможет ли Нари убедить Демира, что он не женился на любимой девушке Шейда вопреки воле своего брата Джихана, и что Шейда влюблена в Джихана и не хочет расставаться? Откажется ли Демир от женитьбы на Зерин? Почему госпожа Фидан возвращает единственный камень, который носила Кая и который она силой отобрала у Зерин, прежде чем Зерин смогла выйти замуж за Демира? Освободится ли Шахин благодаря жертве Зерин? Заболеет ли Кая, которая не смогла помешать Зерин выйти замуж, и окажется ли она в постели? Что он сделает для Джихан Каи? Как Аля поддержит Джихана, когда поймет, что тот очень расстроен из-за своего брата Каи? Что сделает Майн, когда последует за ними в суд и узнает, что они не разведены? Как поступит Угур, когда в суде узнает, что Аля тоже влюблена в Джихана? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Аля поняла, что Джихан очень сильно ее любит, и чтобы они рука об руку преодолели все, что считают невозможным, и стали по-настоящему счастливой семьей, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Джихан сделал все возможное, чтобы избежать развода с Алией. Когда Угур пришел в качестве свидетеля и сказал Алие, что видел, как Джихан вел себя агрессивно, Алия все отрицала, и Джихан понял, что Алия на самом деле не хочет разводиться с ним, и выразил ей свои чувства. Ничто из этого не было ложным или фальшивым, это были совершенно настоящие чувства, которые он скрывал где-то глубоко внутри. Когда он сначала сказал, что восхищается ею, затем, что очень гордится ею, и, наконец, сказал, что любит Алью, Алия была шокирована неожиданной речью Джихана. В результате искренних заявлений Джихана суд был отложен, и судья не стал их разводить. Когда Аля покидает суд и возвращается в особняк, Джихан пытается поговорить с ней о работе, но Джихан отвечает, что ему нечего сказать и что он уже все высказал в суде. Когда Аля скажет, что она вводит суд в заблуждение, Джихан скажет, что все сказанное мной было очень серьезным. Несмотря на то, что Алие нравится этот ответ, она скажет Джихану, что они не могут быть вместе. Джихан оставит Алью, давая понять, что он знает ее сердце, но не может его контролировать. Когда Аля, хотя и не выражает полностью свои чувства, показывает их и спрашивает, не могут ли они быть вместе, но не знает, что делать, Джихан понимает, что он проделал большой путь в этом отношении и начинает сближаться с Алей. Джихан очень рад, что он нравится и Алие, но ему все еще очень некомфортно, когда Угур ошивается рядом с ним. Вместо того, чтобы найти решение этой проблемы, он может попытаться ускорить свои усилия, чтобы сблизиться с Алией и заставить Алью держаться подальше от Угура. Они думают, что причина, по которой они не могут быть вместе, предыдущий брак Алии с братом Джихана. Но Джихан сделает все возможное, чтобы как-то разрешить этот инцидент. Аля также поддержит Джихана, чтобы прожить с ним любовную жизнь. Как только госпожа Садакат вернется из суда, она сразу же попытается поговорить с Джиханом. Когда Джихан расскажет обо всем, что произошло, и упомянет Угура, госпожа Садакат поймет, что Джихан по уши влюблен в Алью и как ревнует ее, когда тот говорит об Угуре. Когда она это осознает, госпожа Садакат очень расстроится, что она уже потеряла из-за нее сына, которого она пыталась спасти от Алии.
Конечно, женщина, которая не оставляет попыток разлучить их, буквально наслаждается болью своих детей. Я не думаю, что такая жестокая мать существует в реальности. Потому что матери хотят игнорировать многие вещи и поощрять своих детей творить добро с добротой, чтобы они не расстраивались и не плакали, а были счастливы. К сожалению, в этом отношении госпожа Садакат подает очень плохой пример как мать. Теперь Джихан должен быть в состоянии противостоять своей матери и сказать: «Я люблю Алью и ревную ее больше всего на свете. Не вмешивайся в наши дела больше». По крайней мере, именно такого поведения мы ожидаем от Джихана в этом эпизоде, и если он хочет жить в счастливых отношениях, ему не следует вмешивать свою мать в свой брак. Что касается Зерин, то ее снова втягивают в брак, которого она не хочет. На самом деле, когда она не хочет надевать свадебное платье на эту свадьбу, Демир заставит ее надеть его, сказав: «Шейх пришел к Джихану в белом, ты придешь ко мне в таком же». Этот брак навязывается Зерин Демир, чтобы спасти ее брата Шахина из тюрьмы, и она мстит Джихану. Поскольку он враг Джихана, который против его воли женился на Шейде, девушке, которую любил Демир, он попытается отомстить, женившись на Зерин, любви своего брата Каии. В день свадьбы Нари пойдет к Демиру и расскажет ему правду о браке Джихана и Шейды и попросит его не совершать греха Зерин. Когда Демир услышит правду, он будет одновременно удивлен и сбит с толку. Все может измениться в момент свадьбы, Демир может отказаться от женитьбы на Зерин. На этот раз мать Зерин, Фидан, жертвует своей дочерью ради сына, и благодаря этому она обретает совесть и возвращает единственный камень, который она забрала у Каии в качестве сувенира, своей дочери, которая опустошается у нее на глазах. Я не знаю, действительно ли матери в этом сериале очень жестоки к своим детям или это нормально для женщин на Востоке так обращаться со своими детьми. Мы понимаем, что в этой ситуации отчаяние может заставить вас делать то, чего вы не хотите. На самом деле, если бы женщины стояли и действовали более честно, никто не смог бы угрожать им детьми или иметь власть заставить их делать то, чего они не хотят. Ладно, вернемся к теме. Я почти слышу, как ты думаешь, если Демир откажется от женитьбы на Зерин, может ли Шахин выйти? Когда Демир сталкивается с горькой правдой и узнает, что женщина, которую он любит, влюблена в другого мужчину, он может понять, что ничего не выиграет, если будет с другой женщиной, которая его не любит. По этой причине он не примет заключение Шахина без всякого греха и отвезет Зерин в дом ее матери, а имеющиеся у него доказательства передаст суду. У Каии случится нервный срыв, когда она узнает, что Зерин собирается выйти замуж за Демира и поймет, что не сможет ее остановить. Когда ему дадут успокоительное и уложат спать, Джихан будет рядом с братом, чтобы поддержать его. Джихан, который ничего не может сделать для Каии, попытается заставить его перестать думать о Зерин, назначая его на другие должности в компании или отправляя за границу. Когда Али застает Джихана в очень плохом настроении у постели Каии, она поговорит с ним, чтобы поддержать его и поднять ему боевой дух. То, что Аля скажет Джихану, будет для него очень полезно. Джихан скажет Алие, что им было полезно поговорить и побыть с ней. Аля и Джихан станут сильнее по мере того, как эмоции в их отношениях выйдут наружу. С надеждой Майн последовала за Джиханом и Алей в переднюю часть зала суда. Когда он увидит Алю и Джихана, вернувшихся из здания суда в тот же особняк, и узнает, что они не разведены, его ждет еще одно великое опустошение. На этот раз Майн может увидеть в Алье своего врага и построить с ее помощью планы по разрыву с Джиханом. Такие навязчивые любовники, как мой, могут стать причиной многих проблем. Кроме того, есть еще похожий случай с Угуром. Когда она дала показания в суде и заявила, что Аля применяла к нему насилие, а Аля не поддержала это, заявив, что ничего подобного не было, он понял, что она тоже была влюблена в Джихана и что ее настоящей целью было не развестись с ним, а напугать Джихана. Отныне Угур и Майн могут работать вместе и попытаться разлучить Джихана и Алью. Как же продолжат свои отношения Джихан и Аля? Что сделает госпожа Садакат, чтобы заставить Джихана развестись с Алией? Прекратит ли он свою враждебность по отношению к Демиру Джихану после разговора с Нари? Освободят ли Шахина из тюрьмы?
Сожжет ли госпожа Фидан сознательно свою дочь ради сына? Выживет ли Кая Зельрин? Попытаются ли Мини и Угур разлучить Алию и Джихана? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.